Спасибо тебе, он дает дела. Ты лень, ты пап. Я где-то, я слаб. Начать сосать мне больше. Марк посчитает. Ехал я, который вы можете спасибо. Вот, и на свой момент. Гениально, блять. Ну что, посмотрели, как развивался мой канал? Вроде бы готов писать. Я пойду пока побреюсь, а вы посмотрите, какие подарки я вам приготовил за просмотр этого видео. Подробности будут в конце видео. Итак, давайте посмотрим закулисье стримерской моей комнаты. До того, как я все затеял, она выглядела вот таким образом. Сверху была ткань, которая была прикреплена на деревяшку. В общем, вы все видите сами. Также на полочке остаются все предметы. Вот так примерно у меня выглядит мой рабочий стол. И этот штатив был неудобно прикреплен к краю моего стола. А под столом просто творился полный ужас. Здесь и проводов немерено. Я не знал, как разобраться с этими всеми проводами, они висели и мешали постоянно моей жене убираться в комнате. Компьютеры пыльные, уже грязные, хотя и слежу за ними очень часто, но все-таки два компьютера в одной маленькой комнатушке дают о себе знать. Вот они, внутренности компьютера. Ну, в общем, вот так вот комната выглядела. Давайте поближе рассмотрим на всю эту пыль. Это игровой компьютер. О нем я уже рассказывал в своем предыдущем рум-туре. Ничего не поменялось. А это бардак. Купил я офигенную ветродуйку за 800 рублей в Wildberries. Ребята, те, кто часто чистит компьютер, это топовая тема. В общем, такая продувка офигенная. Ну все, компьютер почищен. Вот так вот он выглядит внутри. А это уже стримерский компьютер. Вот его внутренности и, как вы видите, большой слой пыли. Я его ни разу, кстати, не чистил. Начал я с чистки видеокарты. Разобрав ее, я понял, что эта карта из Китая, бэушная, на которой наляпана термопаста и просто ни одной термопрокладки. Я это все почистил, вычистил, сделал термопрокладки, нанес пасту, и теперь она идеально работает. Короче, я начала снимать. Состав стримерского компьютера. Xeon E5 2670 стоит на материнской плате Jinhua X99 Titanium D4. Короче, комплект был куплен на AliExpress за 16 тысяч, с учетом оперативной памяти. Блок питания на 700 Вт, жесткий диск на терабат и SSD диск на 500 мегабайт. Также карта видеозахвата от Avermedia LiveGamer HD 2. Ну что, собрал я стримерский компьютер, который мне примерно обошелся в 60 тысяч со всеми ингредиентами. Учитывая видеокарты, которые сейчас очень легко тянут и игру, и стрим, можно сказать, Дозыч, а что-то не вложился в хорошую видеокарту. С игрового компьютера я могу залазить куда угодно, смотреть что угодно. Ну, в общем, на игровом компьютере я могу делать все, что хочу. Стримерский компьютер — это кибербезопасность. В какой-то промежуток времени вот так вот выглядела у меня уже комната. И вот этот вот рыжий демон мне постоянно мешал. Далее эта комната выглядела вот так, а потом вот так. А рыжий демон по-прежнему мне пытался помочь. Это мой старый монитор, который сейчас стоит на стримерском ПК. Изогнутый Samsung. Почистил и собрал я два компьютера, уложил их на вот такую тумбочку. Между ними поставил блок. И эти компьютеры стоят у меня вот на этих губках обычных. Не знаю, зачем я так сделал, но мне кажется, они впитывают все-таки какую-то вибрацию от компьютеров. И с ними как бы меньше шума. И рыжий демон по-прежнему пытается помешать. А этот монитор у меня расположен над головой, и там я читаю вас, чатик. Вот она вся схема мониторов. Это мой основной игровой монитор AOG. О нем я рассказывал в прошлом видео. Он стоит теперь на штативе. И этот штатив я, продырявив стол, сделал немножко поближе, чтобы было удобнее читать. Вот так эта вся красота и выглядит. Правильная расстановка кабелей — это та еще головная боль. Как вы можете заметить, у меня сзади стоит стенд. Он неплохо впитывает звук. Опять же, это было на прошлом рум-туре. Вот теперь вот такая у меня комната. Ну что, погнали по девайсам. Genius колонки вполне неплохие, дешево стоят. Звуковая аудиокарта от Behringer 204 HD. И на мой взгляд, за 2000 рублей самые лучшие наушники КЗ, которые я взял с Алиэкспресса. Их еще называют Терминатор. Ребят, я не буду писать цены, ссылки и все остальное.
Вы это все можете посмотреть в ютубе, что из себя каждая вещь представляет. Звуковой микшер от Behringer, честно говоря, туфта, 16 бит всего лишь звук. И джеки 6.3, как я и показываю. Моноджек и стереоджек. Стереоджек у меня подключается к DBX 286S. Про этот самый преамп для микрофона я рассказал подробнее, но видео не записалось. Короче, офигенная вещь, но стоит дорого в нынешних реалиях. DBX 286S. Опять же в ютубе посмотрите, что это такое. Я по-прежнему пользуюсь микрофоном SE-X1S, обожаю его. Итак, поехали по цепочке. Микрофон у меня подключен к DBX через XLR. DBX делает всякие ништяки. DBX у меня подключен к аудиокарте, как я и говорил уже. И на выход с аудиокарты также идет к микшеру у нас проводочек. Да, кстати, микшер у меня подключен к игровому компьютеру, а вот аудиокарта у меня подключена к стримерскому компьютеру. А стримерский компьютер и игровой компьютер связаны между собой HDMI проводом с видеокартой на карту видеозахвата. Еще вот такую штуку купил на Алиэкспрессе. 2500 рублей, по-моему, отдавал. Офигенная штука, ребята, просто плечи не устают, спина не устает, помогает во время игры. Мышка моя основная игровая, вечно грязная, сколько бы я ее не чистил, честно, вот этим мне эта мышка не нравится. Во всем остальном топ. А эта старая мышка тоже от Блади, она у меня к стримерскому ПК. Также к стримерскому ПК подключена вот эта клавиатура. Ну а механическая клавиатура, которую мы часто заливали, подключена к игровому ПК. Здесь я ручками менял свечи, перепаивал, на ней стояли черные, поставил красный. Это у нас клавиатура от аула тоже, с Алиэкспресса, плюс у нее есть вот такая штука на магнитике, она офигенна. Аккуратный кабель менеджмент через вот такие хабы. И еще одна приблуда для мышки, тоже помогает руку держать ровно. Честно, нравится, класс, 250 рублей на Алиэкспрессе. А это, ребят, моя новая вебка Logitech Brio. В России она стоит дорого, 20 тысяч. Я ее взял на Алиэкспрессе, по-моему, за десятку. Она у меня стоит на штативе старом, и этот штатив просунут в дырку. Для того, чтобы как бы я стол не тряс, у меня веб-камера всегда находилась фиксирована. А то к некоторым на стрим заходишь, у них там какое-то землетрясение. И веб-камера у меня подключена к стримерскому ПК. Вот так у меня выглядит комната с рыжим демоном. С момента сбора я его еще ни разу не включал. Кстати, вот здесь вот такой вот узенький проходик, к которому очень тяжеловато. Есть контакт. Подрубается у нас хайпер. И в первую очередь будем подрубать стримерский ПК. Стримерский ПК в дело. Можно подрубать второй. Теперь глянем, что на мониторах происходит. Красота! Кресло Aircool. Ребят, модель точно не помню, покупал в Wildberries за 16 тысяч рублей. Кресло офигенное и полностью настраиваемое под себя. А это основной свет, про него я рассказывал уже в прошлом рум-туре. И закончив все работы, моя комната теперь выглядит вот так. А вот за этот кондиционер отдельное спасибо Инкасте. Сейчас он называется Holiscape. Короче, каким бы ты ни был холи-моли, ты в моем сердце всегда будешь лучшим Инкастой. Спасибо тебе большое за все то добро, что ты делаешь для людей. Настоящий мужчина. Ну, теперь я думаю, у меня нормальный кабель менеджмент. Хоть это выглядит как-то не очень, но оно стало намного лучше. Также я сделал подпорку деревянную, чтобы стол лучше стоял. И вон там все блоки питания находятся от мониторов. Моя любимая кружечка для утреннего кофе, моя любимая вебочка с ножками, теперь она.
И моя любимая стоечка, такая удобная, за 1500, по-моему, я ее брал в ДНС. Плюс треугольники никуда не делись у меня. И вот так теперь она выглядит полностью. О да. Вам часто в глаза попадалась вот эта вот штука, похожая на колонку из 90-х. Итак, показываю, как я ее сделал. В общем, одеяло, инструменты, много дерева. Сделал вот такую вот штучку, после этого обтянул ее жесткой тканью внутрь одеяла, все это на степлерах и вот такими вот слоями. Сделал много слоев, потом опять еще одна жесткая ткань. И в конечном результате она получилась у меня вот такой вот. Этот материал очень хорошо пропускает воздух, он для огородов, не помню для чего именно. Короче, эта пирамидка у меня стоит в углу. Она помогает на реверберации звука. Когда вы говорите, ваш звук отражается от стены и начинает гулять по комнате. Это называется реверберация. Плюс я его поставил в то место, где стоят два компьютера. И теперь гудеж от этих компьютеров я слышу намного меньше. И еще у меня в комнате очень много тканей. Плотные занавески, сзади меня тоже ткань плотная. Плюс треугольнички, плюс пирамидка. Посмотрим на эффект. Снято все одним кадром. Тест в моей комнате. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тест во второй комнате. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше этих призов, вам необходимо это видео выложить у себя на страничке ВКонтакте. После этого ссылку на свой ВКонтакте вы выставляете у меня в комментариях под специальным постом в Телеграме. И вот каким номером вы оставите свой пост, по тем номерам у вас и будет зарезервирована ваша цифра. После этого 30 октября мы будем через рандомайзер выбирать победителя. Ну то есть 50 участников, рандомайзер выбирает циферку 4, вы под номером 4, вы выиграли мышку. Либо коврик, либо шапку. На одного победителя один приз. Можно сказать, Доза, какого хрена я должен выкладывать у себя ВКонтакте и еще заходить на твой Телеграм? Ты охренел, ты пытаешься раскрутить свои каналы. Нет, ребят, ни в коем случае. Я просто хочу таким образом отсеять всех залетных, так сказать, людей, и чтобы приз победили настоящие зрители, смотрители моего канала. Вот и все. Смысла в раскрутке своего Телеграма я совершенно не вижу. Я не знаю, почему так над этим, кстати, хайпуют. Вот правда не знаю. Но, в общем, суть вы поняли. Оставляем у себя на стене это видео. Ссылку на свой ВКонтакте оставляем в специальном посте у меня в Телеграме. И все. Розыгрыш будет происходить в прямом эфире, и видео с розыгрышем я выложу у себя на ютубе, так что на него не обязательно приходить. И маленькая ремарочка. Друзья из Украины, я буду отправлять почты России, и насколько я знаю, очень будет сложно отправить в Украину выигранные призы. Поэтому какой адрес вы мне напишите, туда я и отправлю. Если возникнут сложности, то мы обязательно с вами в личном сообщении попытаемся решить эту проблему. Всем и каждому желаю удачи в розыгрыше призов. Я их от всей души отправлю вам. А на этом все. Вот и был рум-тур. С вами был доктор Доза. Увидимся в следующих гайдах и на стримах. Всем пока!